Вот самый вкусный, самый классный инструмент, который вы можете заиметь. Доброта – это тренд 23 года. На кого эти энергии в первую очередь сваливаются? Единственная стабильность, которая у вас есть, это стабильность только внутри себя и внутри ваших поступков. Вы как бы лишаете себя просто половины ресурса, который у вас вообще есть. Ребята, всем привет! Вы на канале Денис Якубовский. Сегодня тема нашего ролика – это энергия марта 23 года. Но перед этим небольшое объявление о том, что кто хотел попасть на марафон по проработке рода, да, принять силу рода, принять энергию мамы, папы, научиться слышать своих предков и видеть их, у нас как раз для этого существует наш марафон двухнедельный, на котором мы все это вам даем. Стоимость его теперь 3500 рублей, это уже второй поток. Я постараюсь в течение видео где-то, может быть, прикрепить отзывы, может быть, здесь, может быть, прямо сейчас тут, да, о том, насколько крутые проработки случились у ребят, которые нам доверились. Старт 30 марта. Кому интересно, пишите нам в личные сообщения. Приятного просмотра, мы начинаем. Вы заметили, что март хорошенько так нас трясет. То есть в марте мы видим, где образуются дыры в тех местах, о которых мы даже не задумывались, что там может быть пробоина. И вот март это показывает в моем случае, да, это проработки в отношениях, то есть вроде бы мы и духовные, и много чего делаем, да, и много работаем над тем, над пятым, над десятым, но на самом деле мы как группа такая альфа-тестирования подопытных, на кого эти энергии в первую очередь сваливаются, и кто с ними взаимодействует и работает, то есть на нас это все смотрит, поэтому нас трясет иногда гораздо сильнее, чем вы. А люди, которые живут вообще там в низах, которые в программах, в проработках, даже вообще никак не думают куда-то влазить из них, развиваться, очень часто таких людей на самом деле вообще не трогают, потому что, смысла в этом нет. Так вот, вообще хотелось сказать то, что на самом деле за пределами вашего тела никакой стабильности не существует. И если у вас есть желание, чтобы стабильность была как бы снаружи, и держитесь за нее, пытаетесь как-то ее контролировать, это как раз таки и говорит о том, что вы хотите контролировать все, что вовне. Но настоящий рост, он начинается за пределами того, когда вы отказываетесь контролировать то, что не подвластно вам, и то, что за пределами вашего тела. Единственная стабильность, которая у вас есть, это стабильность только внутри себя и внутри ваших поступков. В марте, наверное, основным термином, который будет повторяться через все видео, это дисциплина. Так вот, когда мы говорим о дисциплине, очень важно следить за качеством своего тела. Это крутой инструмент, благодаря которому, да, вы вообще что-то чувствуете. То есть вы можете ощущать и испытывать спектр эмоций только благодаря тому, что у вас есть тело. И вот ваше тело должно быть в хорошем состоянии. Чем более оно чувствительное, чем более оно здоровое, тем больше уровень и объем энергии, информации, вкусовых вообще ощущений, удовольствия в жизни вы можете через себя пропустить. То есть вот у вас вот такой уровень пропускной способности, да, я как транспортник, как бывший инженер, вот, и, соответственно, чем проще и шире там условно полосы, да, и мы не учитываем никакие там вторичные факторы, то тем больше машин может проехать, соответственно, пропускная способность выше, чем нежели на одной полосе, если сравнивать их с 6 полосами. И вот с нашим телом точно такой же пример. Поэтому, если вы давно планировали пойти на танцы, на растяжку, заняться физкультурой, спортом, плаванием, то сейчас это хорошее время для того, чтобы прокачать свою дисциплину. Спорт всегда качает дисциплину, внутренний стержень, внутренний огонь, как бы кто что против этого не говорил. Дополнительно, что может укрепить вашу внутреннюю веру, это, конечно же, проработка рода, да, я уже говорил об этом в начале ролика, что вообще проработка рода связана с первой чакрой, то есть это вот создание мощного фундамента начинается вот с этих бытовых базовых вещей. На сегодняшний день проработка рода это уже, бытовая нужная вещь, которая должна быть у каждого человека. Потому что если вы себя отождествляете, да, от рода, вы просто не черпаете оттуда никакой энергии. Соответственно, вместо того, чтобы принять папу и разобраться с этим, да, принять ответственность за свою жизнь, выйти из детской позиции, начать взрослеть, а начать взрослеть можно только приняв папу, вы как бы лишаете себя просто половины ресурса, который у вас вообще есть. В этом месяце необходимо проявить вот эту вот стойкость, показать свой внутренний стержень для принятия перемен, которые пришли в вашу жизнь. Важно проявлять дисциплину и самое главное оставаться добрым.
даже в самых плохих ситуациях. На самом деле это, доброта – это тренд 23 года, и на сегодняшний день уже недостаточно быть богатым, успешным, каким-то там крутым, известным. Сейчас важно еще дополнительно, это все круто, но сейчас важно излучать доброту, понимание, сострадание. Это одни из ключевых навыков, которые необходимо заиметь в этом году наравне с проявленностью, которая сейчас, это слово просто из каждого утюга. Но вот факт, мы меняемся, меняется планета, да, меняется общество, меняется все вокруг. Соответственно, нужно быть гибким, нужно быть быстрым для того, чтобы принимать такие решения и прокачивать себя в различных сферах. К слову о том, что первый поток марафона по проработке рода был стоимостью 3000 рублей, сейчас он стал 3500 рублей. То есть люди, которые принимают решения быстро, они всегда сохраняют больше ресурсов, будь то это время, будь то это психика, будь то это деньги. Запомните такую простую вещь, это один из фундаментальных законов. Люди, те, которые ждут, всегда платят своим временем, либо своими деньгами. Это наводит на мысли о том, что чаще всего такие люди не понимают, что жизнь их конечна. Вот задайте себе честный вопрос и спросите себя, да, вы верите в то, что ваша жизнь когда-то закончится? Кто-то скажет, логически, наверное, да. Но вот если на чистоту, то многие даже этого не понимают, что жизнь конечна. Для таких людей у меня есть бонус, да, фишка. Посчитайте, сколько вам недель осталось, и учтите, что средняя продолжительность жизни, да, в России у мужчин 65 лет, а у женщин там 72-75 лет. Для этого вам нужно взять количество лет, которые вы прожили, соответственно, средний возраст, от вот этого мы отнимаем вот это, и остается вот эта часть жизни, и умножьте ее, это же года получится, умножьте ее на 365, и вы посмотрите, сколько у вас осталось дней. Поделите на 52, поймете, сколько у вас есть недель, и вы поймете, что это очень мало. Вычтите из этого сон, бытовуху, проезд, работу, и вы поймете, что на самом деле жить-то осталось мало. В марте очень важно укрепить имеющийся фундамент. Ведь без него вообще нет никакого смысла строить дом, понимаете? Нет смысла в том, что вам приходит видение в медитациях, вы начинаете чувствовать свои какие-то сверхспособности, да? Или какой смысл от ваших бесконечных навыков, умений, пройденных курсов, да? Если у вас не хватает таких простых вещей, как концентрация, сила воли, внутренняя уверенность, стержень и смелость проявляться. В таком случае получается, что никакого смысла в этих навыках нет, потому что они как бы у вас есть, но вы их никак не используете. Как я говорил, дисциплина – это основной термин в марте, да, в нашем ролике. И если вы хотите, чтобы этот переменчивый месяц был максимально благоприятным для принятия каких-то событий, работайте над своей дисциплиной. Один из инструментов, который я вам хочу дать в сегодняшнем ролике, это Flow или Flow List. Он включает в себя следующее. Это список, чек-лист, где вы записываете себе 30 определенных задач на день. И он повторяется в течение 15-30 дней. И каждые 5 дней вы меняете 2-3 задачи. Но суть этого листа в том, что занятия там очень простые. Улыбнуться, там посмотреть на себя в зеркало, сказать, что вы красивы, там поднять руки, да, для мужиков, чтобы уверенность свою как-то пробустить. Вот. То есть все такие маленькие легкие упражнения, но они помогают вам встать, вкатиться на определенную трассу продуктивности. То есть в этом суть этого листа. И, соответственно, из этого уже пойдет дисциплина. И плюсом после его окончания ваш мозг заимеет определенную способность. Типа, ага, все, что я запишу на бумажке и поставлю типа как задачу, оно выполняется. А давай-ка туда напишем заработать 1 000 000 рублей или переехать там в город мечты. Понимаете? То есть это некое перепрограммирование вашего сознания. Это просто как небольшой бонус, дополнение к тому, что вы станете продуктивным. Вот. Я всегда топлю, да, и за то, что очень важно быть многогранным, очень важно развиваться не только в духовности, но и в материи, потому что мы с вами вот соединяем эти две вещи. И я не просто так это говорю, я имею очень большой опыт. Да, я не только мастер, который учит вас хроникам Акаши, рассказывает про духовное развитие, как жить нужно, да, как там на какие-то ситуации реагировать. Ходим мы с вами в прошлой жизни, передаю вам свои знания. Я отучился в системе 6 лет. Я магистр в области транспортного планирования с красным дипломом. Я работал 2 через 2, 3 через 3 на очном образовании. То есть бывало иногда, что я утром прибегал открывать смену, работал в ворд-классе на баре, я подрабатывал, было время. И я открывался, несколько часов работал, убегал
писать экзамены, и потом только возвращался обратно на работу и продолжал работать. Это был бешеный ритм. На сегодняшний день у меня есть производство мицелия ежовика гребенчатого, да, ну такая маленькая ферма, я ее называю, да. Это самый, наверное, лучший классный БАД для мозга, для того, чтобы начать ускорить ваш природный нейрогенез. В общем, это тема не для этого канала, поэтому если кому-то интересно, я с удовольствием расскажу. И там везде, то, что я описал выше, нужна была усидчивость и дисциплина. Но если вы посмотрите на меня, то я на самом деле не системный, да, то есть я всегда как-то пытался там обойти, что-то сделать, как-то параллельно еще успеть относительно того, что нужно было сделать, да, разобрался в крипте, там, то есть я там умею, очень много знаю про криптоиндустрию, вот, и на самом деле я по базовым настройкам далеко не систематичный работник, да, офиса, я более такой творческий, хаотичный человек, но я обзавелся такими навыками, как системность, как усидчивость, я могу сидеть по 10 часов за компьютером, и все это помогало мне на этом пути, то есть хочу объяснить, что вот самый вкусный, самый классный инструмент, который вы можете заиметь, это вот эту веру непонятную в себя. То есть, когда вас опрокидывают каждый раз, да, про русских говорят еще ребята, ну, поговорка, там, нас, мы крепчаем, да, вот это здесь точно такой же формат, что каждый раз, когда я открывал ИП, у меня там 2 раза неудачный ИП открывал, меня кидали партнеры на деньги, ну, свои, в общем, были проработки тоже кармические, да, и я каждый раз после этого брал и делал снова и снова. Даже когда я слышал постоянно от мамы, что зачем ты в это ввязываешься, ты можешь прогореть. То есть я каждый раз все равно шел на пролом и понимал, что рано или поздно оно получится. И это некий энтузиазм к жизни, понимаете? Меня опрокидывает, а я все равно хочу, я хочу это попробовать, я хочу это съесть, я хочу взять это от жизни. Я готов это делать бесплатно. Вот это и есть энтузиазм. И вот этот энтузиазм очень важно, во-первых, в себе раскрыть, если вы его когда-то потушили, разжечь его, да, и при этом нужно использовать вот эти навыки дисциплины, которые в совокупности дают вам возможность для того, чтобы эффективно работать. То есть я почему говорю о многогранном развитии, потому что недостаточно быть духовно развитым или материально развитым. Важно именно с 2 сторон развиваться. Потому что здесь есть определенные крутые знания, которых нигде нет. Да? И как раз таки, если вы посмотрите на многих богатых людей, они очень глубоко духовные люди, они такие вещи могут делать, даже страшные для того, чтобы реализовываться в материи. Но это к слову о том, что это все многогранно, это все двухсторонняя такая игра. Конечно, я с удовольствием бы хотел передавать свои знания во всех этих областях, да, помимо того, что я обучаю людей хроникам Акаши и духовным вещам, у меня еще есть программа и понимание того, как многогранно развивать человека, то есть не только в духовном ключе, но и в материальном, то есть как ему подсказывать где-то, используя вот эти эзотерические мои знания, которые я там напрямую черпаю из хроник. У меня есть ученик, Рома. Я на самом деле, Рома, тобой горжусь, потому что мы с тобой за такой короткий промежуток времени сделали колоссальный скачок в развитии. У многих людей на перепрошивку своего сознания тратится много лет, а у нас это на перемотке идет в ускоренном режиме за счет того, что мы плотно работаем. И с Ромой мы работаем, да, не по духовному именно развитию, то есть ключевое развиться в материи, но при этом после проработки рода Рома смог чувствовать свой род и научился общаться с предками. То есть, понимаете, здесь как вам еще объяснить о том, что нельзя сидеть только в горе и нельзя жить только на первых 3 чакрах. То есть нужно всегда это совмещать. Повторюсь, что, конечно, хочется передать эти знания как можно большему количеству людей, но на личную работу у меня не так много мест. Поэтому, если вы хотите, на сегодняшний день у меня есть буквально 2 места. Да, у меня есть буфер под эти 2 места, потому что есть ребята, которые думают, либо ждут, что цены стали дороже, да, либо ждут, что кто-то их место займет. То есть это не простая выдача знаний и типа все, до свидания. Это начало некого сотрудничества, это начало некой дружбы, где я делюсь знаниями не только духовными, но и как раз таки вот этими, которые являются многогранными, помогают развиваться человеку и снизу, и сверху. А теперь небольшое объявление в конце ролика для тех, кто досмотрел. На самом деле я сейчас сам, так как чувствую энергию Марта на себе, я со своими друзьями в Инстаграме устроил зарубу среди блогеров, где у нас есть определенные правила. Там мы встаем в 6 утра, там не едим сахар, дисциплина, спорт, все дела. И получилось так, что я в один из дней проспал.
И в наказание я буду кушать, может быть, сюда прикреплю жуков, тараганов. Поэтому оставлю тут где-нибудь ссылочку или QR-кодик на свой Инстаграм. Переходите, там будет много лайва. Я сейчас потихоньку упаковываю свой аккаунт. И в Инстаграме буду делиться еще с вами именно своими историями из жизни. Вот. Всех благодарю за просмотр. Большое спасибо, что меня смотрите. Мне очень приятно, когда вы пишете хорошие комментарии. Это мотивирует меня работать еще больше в данном направлении.